I run a group Я сейчас веду группу, called Failure to Launch. которая называется «Не удалось to launch». To launch, like a rocket to take off. Неудачный взлет. Группа называется «Неудачный взлет». There are a lot of these young, usually У нас men. тоже таких людей, кстати, чаще именно мужчин, молодых мальчиков, которые вот не имеют никакой мотивации. My understanding Я так понимаю, is that the only way they could separate что у них единственный способ сепарации was to defeat themselves. заключался в том, что они сами против себя одержали победу, сами себя победили и сами себя превратили в проигравшего. Это был единственный способ отделиться. So they are failing. Они вот полные неудачники. To say to their parent, Именно для того, чтобы позлить своих родителей. Они потерпели неудачу во всем. that's all they have. Это единственное, что у них есть, единственный способ, которым они смогли победить своих родителей, досадить своим родителям. So it's very hard to work with these. С такими людьми очень трудно работать. As soon as they feel like Как you только are они making a чувствуют, demand on them, что вы к ним предъявляете вот малейшие требования, they run. они убегают мгновенно, исчезают. I worked with one young man А вот с одним молодым человеком, я вспоминаю, я работал successfully. All right. очень успешно. A lot were not successful, but one was. Со многими неуспешно, должен сознаться. Но вот с этим очень успешно поработал. He's extremely bright. Он чрезвычайно умный. In school, he was always in the gifted class. В школе был первый в классе, в самом таком, ну, в элитном классе с лучшими оценками, одаренный мальчик. He went off to college Все бросил. and failed every course. Ну, пошел в колледж и там завалил все предметы, и его оттуда выгнали. And he would come in to see me Он приходил ко мне with his newspaper. с газетой. And he would sit in the chair. Он садился в кресло, закрывался газетой и читал свою газету. That's how he would begin. Вот так мы начинали терапию. And I would sit there. А я сидел, And he would read the paper for а он maybe читал 10 газету. minutes. Ну, минут 10, наверное, читал. And finally I would say, Ну, наконец я ему говорил, what are you reading about? через 10 минут, и о чем ты сейчас читаешь? Что ты сейчас читаешь? And so he would start in this this narcissistic transference. He И у would него вот start только like, начинался этот, I wasn't even there. можно сказать, что он начинал с нарциссического переноса. Я в этой комнате даже не присутствовал, он сидел и читал газету. And so I had to be very careful Я очень аккуратно, очень осторожно. not to criticize, Никогда его не критиковал, not to have any expectations. не of делал him. никаких замечаний, никаких ожиданий не строил в отношении него. But after a while, it's very hard on the therapist. Но вообще это очень трудно терапевту. I want to kill him. Я через некоторое время просто захотел его убить, но не убил. That he needs to, in as many ways as he can, Он должен был показать мне вот любыми способами и столькими, насколько его хватило, separate from me and be separate. что он от меня отделяется. Он должен был показать мне, должен был отделиться от меня всеми возможными способами. And he sees any demand as an intrusion. И он должен был воспринимать любое требование, даже малейшее, как грубое вторжение в его личную жизнь. And the intrusion stops him from being able to separate. Потому что любое вторжение ему мешает отделяться. So I work with him until he begins to want to be separate from me in a more verbal way. Я с ним работал до тех пор, пока он не захотел от меня отделиться уже вербальным образом.
But it is a slow process. Но это был такой длительный процесс, такой медленный процесс. Because separation was so traumatic. Потому что сепарация была такой травматичной для него. And he lost completely. Он полностью себя потерял. So he has an anticipation that will happen again and again. С родителями, когда он отделялся, он проиграл вот полностью эту битву. И он ожидал, что здесь будет повторение, что здесь ему опять придется проиграть. So that first task is my only task with him. И моей первой задачей, можно сказать, единственной на долгие годы было именно помочь ему отделиться по-другому, чтобы он не был полным неудачником в этом. Когда он словами говорит «я хочу отделиться», это значит, что вы прекращаете терапию? And when he says to you in words that he wants to separate from you, that means you can stop therapy? Oh, no. Нет. It means that I will reward him. Это значит, что я могу ему какую-то награду дать. I'm so glad you told me that. Ой, как я рад, что ты мне это сказал. I didn't know that. Я даже не знал. How should I behave? Ну и что я должен делать в ответ на твое заявление? What should I do differently? Что я должен делать по-другому? So I want to help him Я to do this хочу more. ему помочь еще раз это проделать, и еще много раз это проделать. Сказать. On some level, the separation has to happen in language. Потому что на каком-то уровне сепарация должна обязательно произойти на вербальном уровне, в виде речи, в виде языка, слов.